Этот мост, негласно, но вполне заслуженно, нарекли самым опасным в России. И находиться на нем, а тем более ехать по нему, да еще и в тяжелом грузовике, действительно кажется чистым безумием. Это мост через реку Витим. Она разделяет два российских региона. С одной стороны Республика Бурятия, с другой – Забайкальский край. А мост, вернее его подобие, эти регионы хоть как-то, но соединяет. Потому что на сотни километров вокруг иного способа попасть с одного берега на другой просто нет. Так что этот мост – путь для самых отчаянных, несмотря на свой жуткий внешний вид, не пустует никогда. Все, поехали. От этой картины захватывает дух. Сидишь ли ты внутри машины, двигающейся по Витимскому мосту, или смотришь на него с высоты птичьего полета. Глядя на это инженерное сооружение, в голову вряд ли придет назвать это мостом. Скорее похоже на какой-то жуткий аттракцион, возведенный здесь, среди гор и тайги, для любителей пощекотать себе нервы. Пейзажи вокруг просто фантастические. И даже сейчас, зимой, в серо-черно-белых тонах все выглядит невероятно красиво. На правом берегу Витима – Республика Бурятия со скалами Южномуйского хребта. Слева уже Забайкальский край с хребтом Каларским. А где-то там впереди прячется за горными вершинами знаменитая Шаман-гора. То, что полуразрушенный Витимский мост стоит на границе двух регионов, возможно, и предопределило его судьбу. Ни Улан-Удэ, ни Чита не хотят заниматься этим мостом. И с одной стороны не спешат отказываться от своих прав на него, а с другой не желают тратиться на его ремонт или восстановление. Собственно, мостом эта конструкция была недолго. Ее построили в конце 80-х как временную железнодорожную переправу через реку Витим во время строительства БАМа. А постоянный мост Байкало-Амурской магистрали, вот он, рядом. По нему и сегодня ходят поезда, и выглядит он не в пример лучше своего временного собрата. За несколько десятков лет своего существования Витимский мост и горел, и лишился одной из опор. Но на картах он по сей день значится как дублер БАМа, хотя официально проезд по нему запрещен, и на подъезде висят знаки-кирпичи, исписанные путешественниками и заклеенными наклейками различных туристических и автомобильных сообществ, для многих из которых преодолеть это страшное препятствие – дело чести. Ну вот, аттракцион. Витимский мост. Не, по краешку ехать нет. Только по центру. Вот страшный мост собираются форсировать путешественники на мотоциклах. Сначала они проходят его пешком, исследуют, удивляются его состоянию, и только после этого решаются на переправу. Ёб его мать! Ну вот и все, взяли мост Витимский. Запрет на проезд здесь, в одном из медвежьих углов Сибири, конечно, носит формальный характер. Так что, если нельзя, но очень нужно, то можно, это как раз про Витимский мост. А случаи из разряда «очень нужно» возникают постоянно. Кому-то необходимо попасть на другую сторону к врачу, кому-то за продуктами. Кроме того, водители больших грузовиков нередко выбирают этот опасный, но короткий маршрут, чтобы не делать огромный крюк в объезд Витимского моста. И кое-кто из местных жителей помогает им переправиться на другую сторону. Чтобы переехать через мост, просто перегнать машину чью-то, берут 20 тысяч. 20 тысяч переехать. Ну да, тут есть за что брать. Страшно? Не знаю. Нормально. Уже привычно по нему ездить. На маленькой-то что? На больших страшно ездить. У нас отчаянные есть. Задом езжу по этому мосту на больших машинах. Товарищи бесстрашные. Евгений – житель Куанды, поселка при железнодорожной станции, что находится в 10 километрах отсюда, на забайкальской стороне.
Говорит, сам он перебирается через мост нечасто, а вот те, кто занимаются грузоперевозками, ездят здесь регулярно, на свой страх и риск. Мост нужен? Конечно, он нужен. Как вот без него? Что с этой стороны у нас нету моста. Ну, вот этот, если только подобие. Что туда, на ту сторону, на чару моста нет. Естественно, люди деньги зарабатывают. Ездить надо. И все же поездом. Даже взять ту школу. Школа закупается в Таксимо продуктами. Вот. Им возят машинами. Не поездом, а машиной. На школу. На садик, на школу. Вот представьте, как фура тут поедет. Не каждый поедет. А в наших магазинах дорого заказывают. Единственный альтернативный способ перебраться через реку – поездом. Но путь этот не всем местным по карману, да и стоимость товаров он увеличивает значительно. Продукты дорогие, перевозка дорогая у нас. Вот у нас, допустим, килограмм, вот, ну, взять, да, вот, коммерсанты килограмм, чтобы сюда перевезти в вагоне, они платят 30 рублей за 1 килограмм. Даже ту бутылку воды, чтобы привезти сюда, сколько надо отдать за нее? За 45 рублей надо отдать за нее только за перевозку, за 1,5 литра. И плюс ее там купить еще. Вот. Также мясо, также все остальное. Да, все продукты. Как вообще часто приходится латать мост? Как хана придет, когда уже нельзя будет ехать, так и латает. Да, это раз в год, наверное, делаем. Где-то. Кто едет с собой, везет пару досок, кинет в яму, где яма появится. Вот так. Так и латается потихоньку. А нынче мы тут просто собрались. Так, подкапиталили чуть-чуть. А так, едешь, 2 доски взял, там брусок какой-нибудь. На маленькой особенно, чтобы не провалиться. Большая-то что, по ферме едет, пофигу. Маленький. Ну, это все, так понимаю, за свой счет получается, да? Ну, конечно. А кому тут что надо? Евгений тоже время от времени подрабатывает проводником, помогает грузовикам перебираться с одного берега на другой. Поэтому вместе с остальными местными жителями поддерживает мост в рабочем состоянии. На это у нас не хватило уже материала. А где материал берете? Да где? Мужики там, где дом разбирали, где что, где шпалу старую. Всякую фигню. Это тоже все менять надо. Вот тут залаживали мы, вот это. Вот кусками все залаживали здесь. Вот это вот все вытаскивали, выкидывали старье. Вот, короче, вот полностью латали вот это место. Вон, фура подъехала. Надо пропускать их. Пока мы стояли на мосту, к нему подъехал грузовик и остановился перед переправой, словно в нерешительности. Профи. Не знаю, сам поедет, нет. А чё, по льду не рискнул? А? По льду не рискнули? Нет, хрустит лед сильно. Хрустит, да? Тяжелый че? 18 тонн. Ну, еще тяжеловато, конечно, лед. Где-то сантиметров 60 лед. Водитель рассказал, что на своем 18-тонном грузовике он везет продукты строителям в сторону забайкальского поселка Удакан, в 160 километрах отсюда. И этой дорогой, через Витимский мост, он доберется туда значительно быстрее. Что, вы сами будете переезжать? Ну, сейчас приеду, проводить буду. И вот проводник уже на мосту. Он идет перед тяжелым КАМАЗом и знаками показывает водителю, какой стороны нужно придерживаться, чтобы не сорваться вниз. Вообще, даже со стороны это зрелище не для слабонервных. Машина едва помещается на деревянном настиле, и кажется, что колеса вот-вот с него соскользнут. Или что прогнившие старые бревна не выдержат веса тяжелого автомобиля.
Витимский мост имеет длину более 500 метров, но эти полкилометра для многих, особенно для новичков, кажутся вечностью. Кстати, как шутят местные, это не только самый страшный, но и самый длинный мост в России, ведь он находится на границе двух регионов с разными часовыми поясами. И если ехать из Бурятии в Забайкалье, вот как этот КАМАЗ сейчас, то съехав с моста, окажется, что переправа заняла более часа. Еще немного, и КАМАЗ съезжает с моста. Видно, что водитель счастлив. Страшная переправа позади, а под колесами твердая земля. Но испытания не закончились, ведь впереди еще одна река – Куанда, моста через которую вообще нет. Я вот переехал на автомобиле, сейчас вот товарища проведу, и мы с ним дальше пойдем в сторону Новой Чары на двух автомобилях. Такие дела. Ну вот фуру часто приходится вот так вот перегонять? Фуры нет, конечно, только одиночки. Ну, одиночный автомобиль без прицепов. А с прицепом бы не прошел. Нет, с прицепом пустые прицепы, конечно, перегоняют. Пустые прицепы, не груженные. Можно переехать, почему нет? Ну, местные ребята латают потихонечку мост, привозят шпалу старую, меняют здесь шпалу. Самим же надо как-то продукты возить в деревню, самим ездить в таксимо, в больницу, еще что-то. Дорога далее, в сторону Забайкалья, лежит сначала по насыпи Бама, а потом параллельно ему через лес. Время от времени здесь встречаются вот такие самодельные мосты, которые после Витимского кажутся детской забавой. Дорога на Удакан, в основном это разъезженная грунтовка, почти все время идет параллельно Байкало-Амурской магистрали, через леса, горы и озера. И даже через самую настоящую пустыню, что зовется Чарскими песками, про которую мы уже однажды рассказывали вам в одном из своих предыдущих выпусков. И вот примерно в 40 километрах от Витимского моста водителей ждет еще одна переправа. На сей раз это речка Куанда, правый приток Витима. Зимой автомобили переезжают реку прямо по льду, потому что Куандинский мост, брат-близнец Витимского, обрушился несколько десятков лет назад. Мост. Бывший. Я уже что, лет 20 назад, больше 20 лет уже, наверное, снесло его. Еще и сгорел добавок. Там Чара у нас, там Куанда. Все, люди ездили спокойно раньше. Сейчас спокойно никто не ездит. Сейчас вон там брод ниже, по броду ездит. Ну, летом, когда вода дает. Да. Далеко пошел? Правей, 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 правей. Далеко пошел. Пересечь Куанду удавалось не всем и не всегда. Вот джипу с китайскими туристами не повезло, и их унесло течением. Тогда закончилось все более-менее благополучно. Ну и зимой от неприятностей никто не застрахован. Здесь бывали случаи, когда машины проваливались под лед. Но местные, из тех, кто знают нрав Куанды, ничего не боятся и даже ездят сюда за водой. А вы так много воды набираете? Ну это питьевая будет, чай будем кипятить, супы варить. Намного хватит? Ну, месяца на 2. На 2 месяца прямо? Да, почти. А как же летом? А летом у нас летний полив. У нас частный дом. Водовозка ходит по субботам. Пока жена наполняет канистры и фляги речной водой, муж сидит с удочкой в надежде на улов. Какая рыба водится? Ну, хариус. Окуня бывает, что здесь заходит, здесь как яма получается. Но в основном ничего здесь не ловится.
Вот по осени, по первому льду еще можно ловить, а потом она то ли уходит, то ли скатывается. Там, может, под завалом где-то есть рыба, ну, баловство. Наполнив емкости водой, они сматывают удочки и шланги. Говорят, что многие в округе берут питьевую воду из Куанды, потому что в самодельных скважинах она жесткая и невкусная, а в реке самое то. Одноименный поселок Куанда называют малой столицей БАМа, потому что именно здесь, по замыслу проектировщиков Байкало-Амурской магистрали, она должна была замкнуться. Но из-за технических трудностей одна из бригад выбилась из графика, а другая прошла на 40 километров восточнее Куанды. В итоге от первоначального плана отказываться не стали, и сначала соединили БАМ в местечке Балбухта, где и сейчас стоят памятные стела и камень, приуроченные к окончанию строительства, а несколькими днями позже соединили БАМ уже в Куанде, предварительно разобрав небольшой участок ранее проложенной железной дороги. В 1984 году, 1 октября, 30 сентября была стыковка на Балбухте, а 1 октября была стыковка здесь. Прям официальная такая стыковка, и здесь вбили золотые костыли, их потом разнесли на сувениры. Они прям реально золотые были? Позолоченные, конечно. С одной стороны шла бригада Варшавского, а с другой Бондаря. Здесь они встретились. Здесь вообще на самом деле, кто местные говорят, здесь вообще такое празднование было. Но это ж политика партии. Байкало-Амурская магистраль тогда. Вообще это все гремело. И сюда приезжали люди. Тогда здесь было население около 6 или 7 тысяч. Вот на тот момент, на золотой стыковке. Представляете, короткие сроки, когда в январе 81-го высадились просто в тайгу, а в 84 году, когда была стыковка, здесь уже был цветущий поселок. Здесь были свои клубы, общежития, котельные, пекарня, садики, больница большая, причем стационар уже с хирургическим отделением совсем. Все было так оборудовано. И много контор стояло. Здесь вообще очень жизнь кипела и бурлила. Татьяна Шаркова – энтузиаст. И, пользуясь служебным положением, ведь вокруг нее очень много книг, она изучает историю Куанды, молодого поселка, которому недавно исполнился 41 год, но жизнь в котором стремительно угасает. Сейчас живет Куанда. Даже не знаю, чем живет. Инфраструктуры у нас как таковой сильно-то и нет. Сбербанк, почта, школа. Все. В основном куда? В основном железнодорожники обслуживают железную дорогу. Конечно, но это вот уже после 93-го года. Здесь же было локомотивное депо. Его закрыли. Здесь было очень много каких-то структурных таких подразделений железнодорожных. Все позакрывали. Сейчас обслуживающий персонал, путеремонтные бригады живут. В основном все население мужское работает на железной дороге. А женщины, детский сад, школа, почта, магазины. У нас даже больницы нет. На облик поселка сильно повлияли строители из Узбекистана, которые прибыли сюда в 1982 году для того, чтобы возводить железнодорожную станцию Куанда. Она и сегодня впечатляет своей монументальностью. И чтобы строить жилые дома, которые за архитектурные решения и характерные орнаменты по сей день называют ферганскими. В Куанде еще остались те, кто 40 лет назад строили БАМ. В основном люди уже пожилые и с плохим здоровьем, как Юрий Бурко, бывший бульдозерист, нынче разбитый инсультом. Он был одним из первых, кто прорубал в глухой тайге первые просеки для будущей железной дороги. БАМ, в общем, это что? Типа войны. По участкам раскидали, а потом наступление. Дороги не было. Здесь вездеход, если пройдет один, и все. Переправ не было, ничего не было. Готовили машину, площадку, делали будку, матрасами оббивали пол, стены и потолок в этой будке. Ставили в уголку печку небольшую.
И все. И вперед, моя Россия. В общем, как сказать, сколько прошел бульдозер, столько продвинулись. Самолеты разобраны, машины возили. Вот. Потом здесь собирали их. Вагончики. Даже доски возили сюда. Глину возили. В общем, все самолетами. Но с тех пор, как Байкало-Амурская магистраль была достроена и сдана, самолетов здесь почти не видели. Вся жизнь в Куанде строится теперь только вокруг железной дороги. Со временем малая столица Бама стала пустеть и стареть, и население ее сократилось в несколько раз. Сегодня в Куанде проживает чуть более 1200 человек, и надежды на то, что этот поселок когда-нибудь переживет новый расцвет, ни у кого здесь больше нет. Мы же заложники железной дороги. Потому что, никуда. Вот представляете, зуб заболел — на поезд. Роды внезапные у женщины — на поезд. Аппендицит — на поезд. Как-то не отказывают нам даже в грузовые поезда берут в кабину, потому что, экстренная ситуация. А сколько тяжело больных? Вот как их вывозить? Представляете, что такое тяжело больного загрузить на носилках в кабину тепловоза? По каким-то ступенькам вертикальным. Это вообще, вот так как-то. У нас, например, снабжение, да, вот даже взять. У нас же есть заправочная станция маленькая. А им как привозить горючее? По железной дороге это вообще нереально. Почему? Потому что это очень дорого. Тогда у нас бензин будет стоить не так, как по всей стране, а в 2 раза больше, дороже. По железной дороге. Именно поэтому бензовозы, как и все остальные машины, едут сюда, в поселок, либо со стороны Забайкалья, вброд или по льду речки Куанды, либо по страшному Витимскому мосту. Вот это мостик, так мостик. Шикардос. Вообще шикарный. А в интернете то и дело появляются видеоотчеты о переправах через Витимский мост. Как правило, щедро сдобренные крепким словцом, которое вырывается у авторов видео не то от страха, не то от изумления. Ну что ж, поехали. Вот такие дыры в мосту. Чувствуется, как он шатается. Оп, 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 оп. Полный. Прям реально болтает его. Ну это вообще что за мост? Извиняюсь за выражение, но других слов у меня нет. Да, много кто тут проходил. Жалко, не взяли наклейку, хоть нацарапали. Это можно назвать чудом, но за 40 лет существования Витимского моста тут не случилось ни одной трагедии. По крайней мере, такого здесь не припомнят. Хотя неприятные случаи, когда машины съезжались на настила и опасно зависали над рекой, все же бывали. Но чаще Витимский мост все-таки помогал людям. Спасал жизни, когда была дорога каждая минута. Выручал тех, кто не мог пуститься в далекий объезд. Сколько мост еще простоит? Здесь я не знаю, сколько он еще выдержит. Но он крепкий. Еще долго, наверное, простоит. Вик его знает. Когда он тут, под какой машиной он рухнет. Долго ли продержится эта жуткая на вид конструкция, никто не знает. Но, как говорят местные обитатели, если мост обрушится, они будут отрезаны от мира горами, реками и непроходимой тайгой, словно вдруг очутившись на острове среди бескрайней сибирской суши.